Арболит. От латинского дерево и греческого камень. Строительный материал. Разновидность легкого бетона. Изготавливается из смеси органических заполнителей, дробленых отходов деревообработки, камыша, костры конопли и тому подобное. Вяжущего обычный портландцемент и воды. Для минерализации заполнителя и ускорения твердения цемента в смесь вводят хлористый кальций, сернокислый глинозем совместно с известью пушонкой или другие добавки. Объемная масса от 400 до 700 кг на кубический метр. Из него изготавливают стеновые блоки, панели, плиты и тому подобное для возведения малоэтажных жилых, общественных, промышленных и сельхоззданий. Арболит легкий бетон на основе цементного вяжущего органических заполнителей до 80-90% объема и химдобавок также известен как древобетон. Разработан и стандартизирован в 60-е годы в СССР, где было построено в то время более 100 арболитовых заводов. В качестве органического заполнителя применяется измельченная древесина, костра льна или конопли, дробленая рисовая солома или дробленые стебли хлопчатника. Для минерализации наполнителя используется хлорид кальция или еще, как ее называют, пищевая добавка Е509, нитрат кальция, жидкое стекло или другие вещества, блокирующие негативное действие органических веществ на затвердевание цемента. Для теплоизоляционной разновидности арболита добиваются плотностью 400-500 кг на кубический метр, а для конструкционной плотность добиваются 500 до 850 кг. Важнейшей характеристикой арболита, как и любого строительного материала, является предел прочности на сжатие. Предел прочности на сжатие арболита колеблется от М5 до М10 для теплоизоляционного состава и от М25 до М50 и даже до М100 для конструкционного. Арболит обладает повышенной прочностью на изгиб, очень хорошо поглощает звуковые волны. Арболит не поддерживает горение, удобен для обработки. Конструкционные виды обладают высоким показателем прочности на изгиб, могут восстанавливать свою форму после временного превышения предельных нагрузок. К недостаткам арболита можно отнести пониженную влагостойкость. Наружная поверхность конструкции из арболита, соприкасающаяся с атмосферной влагой, должна иметь защитный отделочный слой. Влажность воздуха в помещениях со стенами из арболита желательно поддерживать не выше 75%. Арболит применяют для монолитного строительства малоэтажных зданий жилого, хозяйственного и производственного назначения, а также в виде блоков. В середине 50-х годов прошлого века в США начались активные разработки нового строительного материала из-за резкого снижения доходов граждан и уменьшения спроса на дорогостоящую недвижимость. Главные требования к нему были невысокая цена, прочность и хорошие теплоизолирующие качества. За основу американские разработчики взяли зарубежные образцы, созданные по технологии Durasol, внедренные в Голландии в 30-х годах. И в результате кропотливой работы инженеров, строителей и архитекторов появился арболит.
Этот строительный материал был произведен из цемента древесной композиции и на то время в США получил название вор, это не важно. Он очень быстро зарекомендовал себя с положительной стороны, а потому правительство начало его производство в промышленных масштабах. Приход арболита на постсоветское пространство, новинку строительного рынка, быстро заприметило руководство СССР. Уже в первой половине 60-х годов Гиперлеспром тщательно изучили состав арболита, после чего начали подгонять его под климатические условия страны. Но специалисты были несколько ограничены в своих действиях из-за небольшого ассортимента строительных материалов. Все, что им было доступно, цемент с максимальной маркой прочности М400 и минерализатор в виде технического сернокислого алюминия, который использовался для удаления сахаров из щепы с целью улучшения ее связывающих качеств. Правда, недостатков в щепе не было. По всей территории СССР было множество заводов, которые работали с различной древесиной, но ее приходилось предварительно высушивать и только потом пропитывать минерализаторами. Спустя несколько лет специалисты предоставили общественности щепобетон. Такое название носил арболит в советские годы. Он производился в виде несущих и ограждающих конструкций. Одно- и трехслойных стеновых панелей, блоков, плит перекрытия, комбинированных с железобетоном. Материалы прошли все необходимые испытания, а также процедуру сертификации, стандартизации по ГОСТу. После этого академику Исакову Хисковичу Нанозашвили было поручено введение строительства заводов по изготовлению панелей из щепобетона по всей территории Советского Союза. Под его бдительным руководством было возведено более 100 подобных промышленных объектов. На каждом из них был оборудован специальный навес для сушки щепы на открытом воздухе. Согласно утверждениям специалистов, только при таком подходе можно максимально снизить количество сахаров и получить материал оптимальной влажности. С введением в эксплуатацию заводов по производству панелей из щепобетона в Советском Союзе началось строительство из арболита. Такие дома в 1979 года постройки можно до сих пор увидеть в эксплуатации в Московской области. Но самым большим достижением для Советского Союза было возведение зданий в Антарктике. Еще в 60-е годы здесь были построены столовая и 3 здания служебного назначения. При толщине стен всего 32 см эти сооружения показали хорошие эксплуатационные качества в условиях сурового арктического климата. С этого момента цементодревесная композиция стала еще более востребованной в строительстве промышленных объектов. Но постепенно арболит потерял свою актуальность в связи с распадом Советского Союза и возникновением экономических проблем во всех странах, которые ранее были единым целым. Итак, второй приход арболита. Возрождение щепобетонного материала пришлось на 90-е годы. Этому способствовали: первое – тяжелая экономическая ситуация, высокая потребность в недорогом и качественном строительном материале, развитие частного предпринимательства. Кстати, именно мелкие предприниматели начали изготовление мелкоштучных стеновых блоков и их вывод на строительный рынок. Но большинство из них производства ввели с использованием ручного труда, что затрудняло масштабный выпуск продукции и сдерживало ее развитие и распространение. Спустя несколько лет в продаже появились специальное оборудование, которое позволило увеличить количество выпускаемого арболита, а также улучшить его качество. С его внедрением началось активное строительство загородных домов из подобного материала, который используется как для кладки несущих стен, так и перегородок.
Постепенно арболит вытесняет традиционные строительные материалы в связи с тем, что ему присущи высокие теплоизоляционные качества, небольшой вес, устойчивость к возгоранию и хорошие показатели по сцеплению со штукатурным раствором. В малоэтажном индивидуальном домостроении он становится более востребованным и оправданным. Тем не менее, все же есть факторы, которые препятствуют широкому распространению материала. К ним относятся отсутствие соответствующей нормативной базы, крупных предприятий по его производству и масштабной рекламной кампании по продвижению. Но перспективы к развитию есть и будут, поскольку строители просто не могут оставить в стороне материал, который имеет массу преимуществ перед другими.